А что у нас сегодня? А у нас опять анимации. Займемся оптимизацией анимационного графа. Первым делом включим флажок. Просто важный флажок. Теперь все проблемные ноды будут подсвечены. У нас всего одна такая нода. Отличить ее можно по отсутствующей молнии в уголке. Проблема в том, как мы устанавливаем флажок. Мы устанавливаем его так, а надо устанавливать не так. Тут есть два варианта решения. Первый – это нажать ПКМ по флажку и привязать значение. У нас была переменная GirlCharacter, и из нее брался флажок AIM. Тут все то же самое, проваливаемся в GirlCharacter и выбираем AIM. Это даже проще, чем было. Довольно элегантное решение. Для нас ничего особо не поменялось, а графу стало жить лучше. Второй вариант через Property Access. Все то же самое, только в виде отдельной ноды. Менее элегантно, но более практично. Нода теперь работает быстро. Первая часть оптимизации закончена. Переходим к многопоточности. Наша цель – избавиться от Update Animation, потому что он работает не по-пацански. Удаляем его и, как мы уже ранее делали, переопределяем функцию thread-safe Update Animation. Как понятно из названия, это тот же Update Animation, только потокобезопасный. А это накладывает на нас некоторые ограничения. Но пока не будем думать о них и просто скопируем то, что было в Update Animation. Пробуем сбилдить. Красота. Люблю красный. Теперь по аналогии с анимацией, нам надо заменить все эти грязные порочные прямые вызовы на в меру элегантный Property Access. Он может доставать не только переменные, но и функции. Легко достаем forward вектор и заменяем старый на новый. То же самое делаем со скоростью. Проверяем. Одна ошибка пропала, а решение стало только красивее. Повторяем те же действия для правого вектора и скорости. Еще одна ошибка пропала. Тут все еще интересней. Мы можем провалиться прямо до isFalling и избавиться сразу от всей этой лесенки. Но это не все. Тут можно сделать еще интересней. Флажок B in Air используется в state-машине, и возникает вопрос, зачем нам этот флажок, если мы можем получить значение через Property Access? Логично. Заменяем в обеих стрелках сразу. Очередная маленькая победа. Можем удалить B in Air, он нам больше не нужен. Решаем последнюю проблему. Из getControlRotation мы не можем напрямую получить forward вектор, поэтому получаем, что дают. Компилируем. Ошибок больше нет. Проверяем анимацию в самой игре. Все работает как и прежде. Теперь, если задуматься, то стрейф и pitch должны рассчитываться только во время прицеливания, а сейчас они рассчитываются всегда. Идея есть, исправляем. Через Property Access получаем признак AIM. С помощью ноды Branch, hotkey B, это не просто важная нода, это одна из самых важных нод в движке. Будем определять, нужно ли рассчитывать переменные strafe и pitch. Когда мы не целимся, то strafe должен быть нулевым. Pitch тоже можно обнулить, но он не так важен. Проверяем. Все работает, и при этом расчетов стало меньше. Воскрешаем наш тест-эктор и будем рассматривать четвертого брата функций, диспатчера, он же бомж, ну или зумер, хотя какая разница. Для начала создадим уже известные функции и события. Они работают по одному принципу. У них есть определенное место жительства, и вызывать их можно из любого места и хоть сколько раз. И если функции не существует, то мы не сможем ее вызвать. Но это логично, мы же не можем вызвать функцию, которую еще не создали. А как работает диспатчер? Возьмем Майнкрафт. В деревнях есть колокольчик, и если по нему ударить, то что-то происходит. То ли все разбегаются, то ли собираются, то ли раздеваются. Я почти не играл в Майнкрафт, не знаю. Это хороший пример работы диспатчера. У нас есть три составляющие. Это колокольчик, который просто является связующим звеном. Есть тот, кто бьет по колокольчику, и есть те, кто реагирует на звон колокольчика. Только если в игре все реагируют одинаково, мы же можем сделать уникальную реакцию каждому. В деревне могут отсутствовать жители, поэтому если мы ударим по колокольчику, ничего не произойдет.
У диспатчера все то же самое. Создаем диспатчер. Обычно они начинаются с префикса on. Они могут иметь категорию и параметры. Мы создали колокольчик onTest, но сейчас в него никто не звонит и никто на него не реагирует. Давайте попробуем его вытянуть и посмотрим, что он нам предложит. Тут нам интересны только первые два варианта. Call – это как раз позвонить в колокольчик. Сейчас мы звоним в колокольчик, но деревня пустая и никто не реагирует. А вот bind – это как раз создание реакции на звон колокольчика. Когда колокольчик зазвонит, выполнится event. Create Event – очень важная нода. Стоит запомнить. С помощью нее мы можем выбрать функцию или событие, которое будет вызвано, когда зазвонит колокольчик. Выберем тестовую функцию. И теперь у нас должно быть два сообщения от тестовой функции. Выберем событие. И теперь у нас два события. Конечно, мы можем без проблем создать отдельную функцию. И также можем создать отдельное событие. Причем событие можно даже подключить напрямую. Это может выглядеть сложно и мудрено, но таким образом мы можем связать разные классы. Еще один пример. У персонажа есть показатель здоровья. Когда здоровье меняется, то UI должен об этом как-то узнать. И это как раз таки работает через диспатчер. Когда меняется здоровье, то персонаж звонит в колокольчик и уведомляет всех, что у него поменялось здоровье. И персонажу вообще пофигу, кто и как на это будет реагировать. Он отправил уведомление, а дальше делайте, что хотите. UI услышал звон и пошел обновлять шкалу здоровья. Помимо UI, этот звон может отслеживать еще баночка со здоровьем. Если у персонажа полное здоровье, то она становится неактивной. В этом смысл диспатчеров. У функций нет определенного места жительства, они могут быть везде. Эти бомжи расселяются по разным домам или же классам, и каждый класс сам решает, что должен делать его собственный бомж, когда услышит колокольный звон. Давайте создадим актера, к которому подселим бомжа. Колокольчик находится в тест-эктор, поэтому чтобы к нему привязаться, нам нужно получить этого актера. Это делается с помощью ноды getActorOfClass. Очень полезная нода. Возвращает первого попавшегося актера указанного типа. Мы получили тест-эктор и теперь можем спокойно поселить желанного гостя. Все так же с помощью bind. Наш колокольчик называется onTest. Проверяем. Не работает. На самом деле работает. Тут другая проблема. Наши актеры появляются в мире один за другим. И когда появился первый, то он сразу позвонил в колокольчик. А второй еще не был создан, поэтому мы ничего и не увидели. Если бы второй появился раньше, тогда getActorOfClass не нашел бы первого актера, и тоже была бы ошибка. Данную ситуацию решить легко. Просто добавим delay перед тем, как позвонить в колокольчик. Проверяем. Теперь все работает. Теперь актер и бомж живут счастливо. Не будем им мешать и просто удалим это недоразумение. Откроем персонажа и для практики создадим диспатчер. Назовем его onMove, то есть он будет звонить, когда персонаж двигается. Остановку монтажа мы привяжем к нему. Для прыжка удаляем стоп-монтаж и добавляем звонок в колокольчик. Для Move делаем то же самое. Для прицеливания делаем то же самое. Но будем звонить на триггерит. Все, звонки мы настроили. Осталось поселить бомжа. Проверяем. Работает, но мы звоним слишком часто. Исправлять этот момент уже не будем, он вторичный. Подключаем стоп-монтаж и проверяем. Все работает отлично. Мы также можем привязаться к событию получения урона. Это тоже диспатчер. И сейчас резко переключаемся на создание материала для постобработки. Это все потому, что анимации диспатчеры слишком быстро закончились, а я думаю, что их хватит на всю серию. Выкручиваемся как можем. Создаем post-process volume. Сейчас он работает только если находиться в нем, поэтому включаем флажок Infinite Extend. После чего ищем материал, мы здесь ради него. Указать можно множество материалов и просто накладывать их слой за слоем. Мы же создадим только один для теста. Создаем материал и называем его, да все равно как, лишь бы был префикс ppm. Сейчас у нас обычный материал для поверхности,
Поэтому меняем Surface на Post Process. И тут нам нужна всего одна нода. Это текстура сцены. Можно воспринимать ее как скриншот, из которого можно достать любой слой. Дальнейшая работа с материалом – это просто смешивание этих слоев по каким-то правилам. Emissive Color – это то, что в итоге будет на экране. Выберем что-нибудь из списка, что не создает ошибок, и проверим, как оно работает. Но сначала нам нужно подключить материал к Post Process. Добавляем новый элемент, и зачем-то тут еще нужно выбрать Asset Reference. Может, это сделано для расширения под плагины, я не знаю. Нажимаем, и теперь можем установить материал. Просто перетаскиваем наш PPM. Теперь у нас отображается только цвет. Если мы подкрутим вес, то ничего не изменится. В текстуре сцены мы можем указать Post Process Input 0. Это уже готовый кадр. Проверяем. Все по-старому. Умножим его на какой-нибудь цвет. Теперь нам нужен цвет. Удерживаем кнопку 3 и кликаем по графу. Получаем цвет. Подключаем, появилась ошибка. Ошибка говорит нам о том, что мы пытаемся перемножить цвет с альфой и цвет без альфы. Удаляем наш цвет и создаем его уже с альфой на цифру 4. Ну или можно было просто подключить RGBA. Заметил только на записи. Теперь ошибок нет. Преобразуем наш цвет в параметр, чтобы его можно было менять в экземпляре материала, который мы создадим позже. Помимо этого экран черный. Это из-за нашего цвета. Выкручиваем его в белый. Вот теперь уже можно создать экземпляр материала. Даем ему префикс ppmi, то есть Post Process Material Instance. Теперь заменяем старый материал на новый. Напомню, что экземпляр позволит нам динамически менять параметр материала, то есть цвет. Проверяем. Работает. Мы не будем добавлять какие-то конкретные эффекты, это уже вкусовщина. И на YouTube полно видео на эту тему. Достаточно написать AE5 Post Process Tune или Cell или Outline или то, что вам нужно. Самое главное, что мы настроили и проверили. На этом мои полномочия все. Уже анимации, диспатчеры и постобработку посмотрели, а все еще осталось немного времени. Давайте соберем проект. Сначала выберем поддерживаемые платформы, а именно Windows. Это делать не обязательно, но таким образом у нас не будет лишних кнопок. Далее Platforms, Package Project и выбираем Windows, если он не выбран, и нажимаем Package Project. Нас спросят, куда сохранить сборку. Для этого создадим папку Build. Называем именно Build, потому что эта папка есть в Gitignore, то есть сборки не коммитятся. Сборка началась, идем пить чай. Сборка закончилась. Проверяем. Все замечательно работает. Вроде. После сборки в игре может что-то сломаться, это обычное дело. Например, у меня был виджет, который получал игрока в начале игры. В движке он работал отлично, а после сборки перестал работать, потому что игрок подгружался после виджета, и виджет ломался. Это простой случай, но бывают и сложные. Мы закончили, проверяем какашки и коммитимся. По анимациям можно еще кое-что рассказать, конкретно про стейт машины. У нас переход между передвижением и прыжком был очень простым, но если немного пофантазировать, то можно представить проект посложнее. Вот там прыжок будет состоять из 3 состояний. Это подготовка к прыжку, полет и приземление. Полет, естественно, это зацикленная анимация, а подготовка и приземление одноразовые. Больше всего тут интересна подготовка к прыжку, то есть персонаж должен немного присесть и затем оттолкнуться от земли. Персонаж не может просто идти и внезапно прыгнуть, а капсула может. Если нажать пробел, то капсула прыгает моментально. И как сюда вставить подготовку? Все просто. Самой анимацией постепенно смещаем меш вниз, и тем самым будет казаться, что персонаж отталкивается от земли, хотя капсула уже находится в воздухе. Это первый момент. Второй момент – это алиасы. Персонаж может стоять, может ходить, может бежать. И из всех этих состояний мы должны иметь возможность перейти в состояние прыжка. То есть мы будем вытягивать из всех этих состояний одну и ту же стрелку в состояние прыжка. Алиасы решают эту проблему. Мы вытягиваем точно такую же стрелку из алиаса и в самом алиасе указываем, из каких состояний мы должны переходить. То есть стояние, ходьба и бег. Запомните, что алиасы нужно использовать, когда много одинаковых стрелок идут в одно состояние. А как они работают, разберетесь по ходу дела. Это не обязательно, но повысит читаемость графа. Вот теперь все.